Виктория, ты в эфирном пространстве. Хорошо, Да. Виктория. Найди сакральное значение символа Z. На счет 3. 1, 2, 3. Я вижу, это буква, ну, как бы буква, она как будто материал, как будто рельсы металлические, и там такие дырочки, и вбивают заклепки. Находится ментально это в секторе интерферентов внизу. Мгм. Если взять ментальную карту, считывается человечество, то есть человеческого сознания, то вижу, что подключка заходит вот сюда. Мгм. Считывается центр мозговой активности и продевает вот так насквозь и соединяется с сектором магии. То есть этот символ имеет магическое значение, то есть заставляет думать и решать так, как нужно. Вот прям звучит источник зла. Это буква, этот символ Z. Мгм. Я сейчас смотрю, как огромный он считывается город. Там очень много сущностей. И вот Так. эти заклепки. Я вижу, что эти заклепки считывается, что имеют человеческую душу, и эти заклепки как такие вид таких, как ракеты, которые имеют заостренный конец. И вот так вот там, где ноги, это человеки, люди, Так. человеческие души. И там, где ноги, они вот так светятся. Сияние такое, как такие светлячки. А чем выше, вот так все черное и на голове такой, как шляпка такая черная. Понятно. Вот это имеет символ как Тесла. Это Мгм. символ, так имеет символ духа, только Тесла — это как высшее я, как дух, как стержень, да, вот этот светлый, а это противоположное значение черное. И я вижу, что есть большая разница, потому что высшее я и дух в человеке имеет в секторе первоисточника у Всевышнего в руках и в будущем свою проекцию. А здесь сейчас я смотрю, что сам этот символ как бы продевает всю энергосистему человека. Вот это ж как шляпка гвоздя сверху. Мгм. Вот, и через ноги проходит и имеет тоже отражение вот так вверх ногами в нижнем пространстве. И я вижу, что это как раз и составляет основу этой буквы Z. Мгм. Считывается уничтожение реальности. То есть сверху вот это, где верхняя эта полосочка, самой буквы Z, там такие отверстия, и вбиваются, считываются миллионы. То есть просто впихиваются в эту систему. И через ноги все эти люди, все эти души имеют связь. А почему через ноги? Мгм. Ходит. Вот это, знаешь, как символ вот этих, как рыбий хвост, да, что Мгм. символизирует уход от физической реальности и считывается ментальная дискуссия, то есть авторитарный режим, я слышу, уход от реальности в небытие, то есть в матрицу. И
я вижу, как эти символические рыбьи хвосты, как у русалки, они там привязаны к такому механизму, как такая большая мясорубка. И вот как будто бы кто-то крутит этой мясорубкой. Мгм. И там все очень черное. Сейчас я Так. ДНК энергии это считаю. То есть это эгрегор, уничтожение человеческих душ, отрыв от реальности, Мгм. уход, считывается ментальный дуализм. Так. а, Посмотрим хозяина этого эгрегора. Да. Я приказываю хозяину этого эгрегора уничтожение душ и приказываю ему проявиться. Вижу, что сущность, энергия такая как бы пробирается из нижних пространств, как будто из ямы пытается вылезти и цепляется такими черными лапами. Мгм. И я приказываю ему проявиться, и я вижу, что это вся система, там и это, этот биоробот, как муха, символ роя, то есть роевого строения ума, то есть вот эти ограничения, рамки, зомби. Мгм. Оно считывается как зетки. Зомби, зетки. Да, да, да. Ну, вот эти зетки, потому что везде вот эти зет. И они же так... И поэтому они даже звучат так. Ну да, и, Эти. и мухи эти тоже. Да, да, да. Рой. Так, вот этот хозяину я приказываю отвечать, что он делает с помощью символа Z на территорию России, Украины. Я вижу, этот хозяин, это как этот Бафомет, который сидит на такой пирамиде, и у него вот такая подключка с его задницы, прямо вот так. Мгм. Такой портал открытый, светящийся. И я вижу, что этот портал — это как составляющая вот этих, вот как мухи звучат вот так в головах у этих людей. То Мгм. есть это полный контроль, а, считывается матричный контроль. И они составляют вот этот матричный контроль, который удерживает в плену это сознание человека, человеческое. Оно становит пьедестал сидения для этого Бахвамета. Мгм. Так, а как он использует на территории России и Украины этот символ? А, Каким образом вот эта прорисовка на войсках, какое имеет воздействие? Я слышу так: штамп, штамп, и вижу вот человеческое обличие, лицо, и вот так такой удар штампа прямо вот здесь, где третий глаз, и там такой портал открывается, провал. Так. Вот, идет подключка вот так из сектора магии, Мгм. считывается подчинение, контроль разуму дьявола, то есть лжи. Это символ, Мгм. как То печать. то есть человек, который принимает этот символ, он подключается к этому порталу. Правильно я понимаю? Этот портал открывается в нем самом, потому что человеческое сознание, каждый человек является частью всего вселенского разума.
и открывается портал внутри этого человека, и сам человек становится порталом для проникновения этих энергий магических. То есть он сам подавляет себя, разрешает подавить его волю и начинает подавлять волю других, тем самым служит пьедесталом для, да, я слышу, символ смерти. Мгм. Так, понятно. Вика, ты говорила, что этот символ Z связан с сектором интерферентов. Кто в этом секторе интерферентов? Я ему приказываю проявиться. Проявляется кто-то? Так, проявляется постепенно. Я вижу, как третий глаз, такое механическое какое-то свечение. Я снимаю все запреты на снятие магии и колдовства и приказываю поконом Вселенной каждый должен, обязан объявиться, кто он, по Мгм. запросу. Приказываю отвечать ему, кто он такой. Он оправдывается, что он, я вижу, там как бы раздвинулось это пространство черное, и там такое светлое, как будто пространство внутри. И этот ангел, он стоит ногами на земле. Так. Он называет себя Богом Вселенной, а у него на голове почему-то этот Z, знак прямо в голове, вот так надо, где 7-я чакра, вот так, и где третий глаз, вот где нос, Мгм. нижняя эта полоса. Он вот Ага. так поворачивает голову, считывается ангел смерти, а вот этот символ, оно имеет, считывается как зигота, родоначальник, источник, родоначальник и рождающий, как бы родоначальник смерти. Мгм. И я вижу, как этот символ Z, его давит и становится такой огромной, а он уменьшается, уменьшается и превратился. Он был ангел светлый. Это много веков назад. Я зашла в тот момент, когда земля еще была свободна, и он был поставлен как дух вдохновляющий, чтобы он помогал человечеству управлять божественными иконами, так и слышу. Но после его вот этого падения энергетического, он упал как в нижнее пространство, то появилась эта буква Z, и она его буквально задавила. И он превращается как в насекомое, как в эту механическую муху. Мгм. Он считывается как властелин Вселенной, антимира, антипод сознания. То есть Мгм. Виктория, а вот какова причина появления этого символа? считывается, я слышу, ухудшение зрения. Так, это вот по отношению к Люциферу, вот когда она у него Да, появилась, да? А да, что то есть это значит? сейчас я Ухудшение посмотрю. зрения. Мгм. Он отвел взгляд, духовный взгляд из духовного объекта, то есть его как таргет или как цель Мгм. была, это первоисточник, всегда вверх, вот так.
А потом считывается, что потерял духовное зрение, и я вижу, как моментально эта траектория становится черной. Вот образовывается буква Z, этот символ. Мгм. Считывается как зигота, как начало, и как вот это Z, я вижу, зигота это как в духовном плане начало творения зла, и так как он обратил свое духовное внимание на материальное воплощение, потому что, я вижу разврат, вот этот разврат оно считывается как иноплеменники, то есть человеческие эм, творения, то есть человек, он для духовных личностей, то есть у них духовные тела, а они захотели вот совокупиться с этими человеческими телами, то есть фактически украсть то, что им не принадлежит, потому что у них были свои тела. И я вижу, что появляется вот это раз, и это духовное зрение, то есть седьмой, с этой третьего глаза, Переносится. Мгм. вот так переносится вот так параллельно, а потом сейчас куда-то доходит. Сейчас я посмотрю, Мгм. куда, до какого момента считывается потеря сознания. И резко уходит вот так, как это уже э, перекладина получается. Оно получается, что Теряет совершенство. теряет совершенство, а потеряло совершенство сознание, то есть оно считывается, выключается. Выключилось сознание, наступает смерть тела, Мгм. разрушение, я буквально вижу, эфирных тел и физического тела, и идет как бы на более низком уровне, и все сначала, но уже в более низких измерениях, уплощенных и упрощенных. Мгм. И это снова этот символ, как забивают эти использование человеческих душ, сознания человеческого для поддержания, слышу, пролонгирования, то есть продлить муки, Мгм. продлить муки вот этого дьявола, как мы его знаем. Ну да. Вот этот Бафомет сидит, этот Бафомет это тоже символ власти, противостоящей власти Первотворца. То есть сам вот этот Бафомет это тоже символ. Так, ясно, Виктория. М. Ладно, давай отсоединись от этих всех ситуаций. Да. У меня такой вопрос. Кто этот символ ввел в войска Российской Федерации? Я вижу, человек листает книгу. Как-то вот так быстро листает какую-то книгу. Считывается изучение пророчеств. И вижу какой-то как бы шаман или что-то такое. Какой-то обряд. Ну Так. и достает вот эти, они прям сжатся, эти буквы, эти символы как из котла какого-то там внутри в сектор магии. И я вижу, появляется символ распятого Иисуса в секторе магии, как будто бы вытаскивает изнутри распятого Иисуса. И вот так, как перекладина сверху, вот где плечи, считывается вот эта верхняя перекладина, там идет М. вот это, потом вот так, и там, где ноги, вниз, в сектор магии, и это
отпевание какое-то, и Мгм. отпевание считывается как отпевание, пить, от слова пить, а не петь. И там как будто бы кто-то присосался к этому символу и сосет энергию, и становится такой, как демон огромный, заходит в храм. Эт Так. Это вот. Прямо наполнил храм у него такими плечами. Храм войны. Мгм. Это храм, посвященный богу смерти, вот этому дьяволу. И он вот так как на плечах на своих, вот так, ну это слово украинское звучит рамена, то есть как плечи, которые символизируют силу. Мгм. И вот этот появляется это зига. Так, Виктория, а вот. Слышу Кирилл, Ага. вижу эту золотую шапку и вижу какие-то символы. Считываются зиготы, а, какой-то такой полукруг, и там такие, как символы, считываются зиготы, то есть символ начала этого, дьявольское начало, так и звучит. Так, а этот шаман — это и есть Кирилл, Виктория? Я приказываем Он отвечать. считывается культ, как служитель культа сатаны, противника Бога. Сатана — это иностранное значение, которое Мгм. переводится как противник творения, Творца, жизни. Мгм. Ну и дьявол — это как лгун. Ну и то, что мы видим, как все лгут. Это пропаганда, это все выстроено на лжи. Мгм. Виктория, у меня вопрос. Так, этот человек и есть тот, кем мы знаем его патриарх Кирилл. Так это? Он не патриарх. Как мы его Он не знаем, имеет глава церкви? отношения к патриарху. Ага. Он находится в секторе магии и считывается, вот эти буквы я вижу, ФСБ. Он с Мгм. патриархом не имеет. Патриарх — это означает Ну, это как как личина. родоначальник рода. Мгм. То есть Э, он одевает личину главы церкви. Так получается, Да, оно Виктория? звучит как дьявола. И вижу такая черная икона, которую он вот так передает начальнику смерти. Звучит вот так. Вижу человек в военной форме. И он, вот этот Кирилл, вот так машет такой штукой. Мгм. Она Да. какая-то считывается как деревянная. Да, это И считывается вот эти, как оттуда падают такие буковки Z, Z, Z. И считывается осрамление храма. Осрамление. Мгм. Осрамление. А почему осрамление? Какого храма? Я слышу храм души человека, то есть храм это не относится к это слово, оно этимология слова храм души, что соответствует строению физического и духовных тел человека, оформленного по образцу первоисточника жизни. И вот это устройство этого здания, которое они называют типа храмом, оно символизирует вот этот храм, а, я слышу, убиения души. Мгм. Так, вот этот Кирилл, это он? Там еще кто-то сидит, он как дух такой в нем. Так, а там еще сидит какой-то, считывается призрак Так, что в это за секторе призрак? магии.
Он за Я этой книгой сидит. Ага. Так, Призрак Путина. призрак Путина. Так, я ему отвечаю, приказываю отвечать этому призраку, как он воздействует на сознание человечества, используя этот символ. Ой, очень интересно. Смотри, а, я слышу, вижу вот так, лежит такой гроб. Слышу, Путин мертвый, а его сознание, как это его душа, ам, работает в этом человеке. То есть вот этот призрак, он не ушел в пространство, сам Путин, который, Мгм. ну, первый Путин настоящий, он лежит там. И Так. я вижу, что этот мертвый Путин, вот оно что, прямо вот эту Зигу, этот колдун черный, вот этот шаман, Кирилл, он как бы вот это, что вот так выдвигалось из сектора магии, как распятый Иисус, да, то это считывается как воскресение. То есть они воскресили вот этого призрака, то есть как бы не пустили его черными магическими воздействиями, не пустили его в светлое пространство или в более по его воле, а удерживает. И все его сознание черное, вот оно находится вот там внизу, а часть, Мгм. так в нашем параллельном, так я и слышу, в параллельной реальности. То есть он в двух реальностях находится, и ам, я вижу, что это была церемония Так. колдовская ночью, месяц, месяц такой. Мгм. И церемония, она звучит как воскрешение из мертвых. То есть они его убили, но с душой делают манипуляции. Э, И вижу, что в этом слепке энергетическом этого Путина, там, где сердечная чакра, там такой комок Так. черный, и от него такие стрелы черные расходятся по всей планете и даже огибают вот так планету. Они вот так доходят до границ Японии, и там упираются в невидимую стену, а, где Европа огибают и достают Америку. Эти лучи. Так. А там, где, ой, как интересно, смотри, там, где Япония, там считываются какие-то самураи, которые стоят в такой позе, ноги вот так вот и руки, то есть они поставили защитную стену. Мгм. Ну, самураи тоже говорят предки наши. Так, ладно, Виктория, давай посмотрим вот этот черный шар, из которого все это выходит. Что это за шар? Оно считывается энергетическое черное бремя, и оно вот так, когда я смотрю, что это за стрелочки, это волны вот этой ненависти, и вот там такие зы-зы-зы-зы, вот, и оно так гудит, как такой, как будто ударили в такой колокол, и такая волна идет. И вот эта волна окатывает всю планету, только японцы там удерживают. Ну, не Мгм. только. Я вижу, что сейчас я посмотрю, в самой России, где юг, Кавказ, там такие очаги светящиеся, и смотрю там, где Украина, там такой э, светящийся шар, слышу отпор. Мгм. Да, это черная магия. Так. Мгм. Так, Виктория, как нам поступить? Посмотрим, когда
создался этот черный шар. Как нам лучше поступить? Ну, смотри, я вижу это, как мы рассматриваем с самого начала, как вселенский вот этот объект, человеческое разумение, человеческий разум, душа. Мгм. И по отношению ко всему человеческому разуму идет магическое воздействие. Мы, как часть человеческого разума и человеческой души, и души нашей планеты, можем приказывать. О, я смотрю, он увидел этот во время. Я же зашла в то время, когда они делают этот черный ритуал с Мгм. другими этими священниками. И он посмотрел вверх, и там вверху, там, где этот купол, открывается этот портал, и я смотрю, и он видит это. Я Так. не знаю, почему я вот это делаю, но я беру его вот так, это как рукой за шкирку с этого черного храма. И я вижу, Мгм. как этот храм вот так разваливается на двое. Сейчас я повышаю вибрации, очень жуткие там вибрации. И я приказываю ему, этому, да, вот как это звучит сейчас, перевернуто, патриарх, только вверх ногами, это как в зеркальном отражении, вверх ногами вот так написано. Этот Кирилл, какой-то Соболь. Так. Соболь. А Ну, что? там еще один человек, какой-то Соболь, или Соболев, я не слышала о такой фамилии. Собянин. Собянин. Есть такой. Вот. Мгм. Он, Так. это вдвоем они, он считывается как заказчик приема, преемника. То есть он сделал Путина этим преемником. Этот дух бесплотный, этот привидение, оно а, этого Путина, его Мгм. используют в этом клоуне, который как выполняет роль Путина. Он Мгм. говорит, как Путин, и он поэтому у него голос, как у настоящего Путина. А настоящий Путин вот лежит там, он мертв. Его забальзамировали для того, чтобы он в гробу лежит, для того, чтобы удерживать в этом измерении, в нашем измерении, чтобы удерживать его душу и его дух. Мгм. Так. И он очень злой, потому что он как открытый портал, он должен уйти в какие-то другие пространства, но его удерживает этими магическими, считывается, концептами. Мгм. А, в Так, а этом что нам пространстве. что мы можем передать информацию какую этому Путину, чтобы он, смог освободиться от Я этого? передаю это кому? Ну, Путину мы я можем вижу, что этой я душе? обращаюсь не к Путину, а Мгм. к этому, кто делает это насилие. Мгм. Приказываем И ему. снова слышу это имя Собянин, и Мгм. вот этот Кирилл, и это их свита, там их много, этих чертей. Мгм. А, я говорю, что я его вижу. Мгм. Я говорю, что его видят все, и его магию, и мы его разоблачаем. И я приказываю ему забирать карму. Приказываем ему А, забрать все воздействия с нашего человечества, с наших светлых душ, с нашей земли. Запрещаем ему использовать магию на нашей земле. И призываем силы кармы всей этой шайки за воздействие на нашу священную землю. и я вижу, что вот этот призрак Путина,
у него сейчас, где седьмая чакра, он как мертвый, он как тряпочка вот такая. И там, где седьмая чакра, тоже вот такое излучение идет, его просто используют. Я ему передаю информацию с наших всех, я слышу о контрактах, потому что у Мгм. него там контракты во всех сеансах, во всех контрактах и алгоритм освобождения. Так, принимает он информацию? Я вижу, что вот этот дух его, который там сидел и считывал за книжкой, как привидение, Так. я вижу, что когда я передаю ему информацию, то там у него такая защита, оно просто никуда не проходит. И я приказываю этому Собянину и этому колдуну и всем этим чертям, священникам убрать все воздействие с нашей планеты, из чистого разума человечества, и забрать все воздействия с души человеческого разума. И я вижу, как интересно, прямо выходит с сектора магии такое живое, считывается вот это сознание, оно было, считывается как закоррумпировано, как Мгм. вот так зажато. Я приказываю им всем забирать каждому, кто эту зиготу распространял по пространствам России. Да, каждому призываем на каждого силы кармы по мере его воздействия. Приказываем им забрать все воздействия сознания человечества. И я показываю, я вижу эти ситуации, где студенты, дети в детских садах заставляют сгибать свои спины, они такие красные, они вот так Мгм. сидят, а спины вот так дугой вот так красные, что символизирует, я вижу, когда эти дети, какие-то студенты или дети, они вот это сделали, этот ритуал, это магический ритуал, поклонение этой зиготе, этому источнику смерти, что символизирует уход души из небытия. И я вижу, как прорастает у этих детей подключка к попе, где вот это анус, и проходит через весь позвоночник, и вот седьмая чакра. То есть идет, как, считывается как зигота. То есть добровольное желание, добровольное желание уничтожить собственную жизнь, собственную душу, жизнь. То есть искру жизни, источник жизни отдает, он просто стоит там, этот дьявол внутри, и собирает вот эти искорки жизни. Мгм. И я призываю, даю информацию всему человечеству и разуму человеческому, душе человеческой и земле. Я вижу, как я эм, во время войны, когда война только началась, я как чистая душа как бы отдала свою часть украинской земле, чтобы, потому что я чувствовала, что я должна нашей земле, потому что я родилась от земли, она меня родила. И что сделали вот эти упыри, которые взяли в плен всю нацию, ну, я не знаю, как она так звучит, Эрефия, то есть это даже страну, у нее ни лица нет, она Мгм. никак не называется, только буквы какие-то, то есть вот это упрощение, уплощение, желание все закодировать, это все говорит вот в эти как иероглифы, говорит вот, и они что, они считываются срамоту, то есть Мгм. они осрамили землю, на которой живут. Они осрамили коны жизни и коны Вселенной, потому что живая душа планеты, каждого дерева, каждой живой
сущности, она неразрывно связана с нашей собственной душой. И кто поднимает руку с помощью колдовства на святое, это он как бы сам на себя карму, и он Самоубийство. уходит, вот, да, самоубийство. Хорошо, Виктория, посмотри на этот черный шар. Что изменилось? Я Который был. приказываю им убрать эти все волны, эти все воздействия. Я смотрю сейчас на того человека, там какой-то человек, вот снова я на него смотрю, которого постоянно вот забивают в эту верхнюю зигу, верхнюю эту, чтобы Так. отправить потом на нижнее воплощение, вот в нижних пространствах. Сейчас я посмотрю, кто это. Посмотри. Оно считывается как собирательный образ человечества, разума человеческого, сознания, информационный пласт поддавшихся иллюзиям, лжи. И буквально вижу вот так, как ногами топчут, подтоптавших гармонию. То есть фоны жизни и гармонии. Потому что вот приказываю им убирать воздействие, потому что каждый из нас имеет лепту, свою часть в этом общем пространстве гармонии человеческого сознания. Я тоже приказываю им убрать все воздействия сознания человека и призываю на них силу кармы. Я вижу, что на меня идет воздействие, они как бы программы включились. Я приказываю им убрать воздействие на меня за то, что я смотрю. Эти программы мести, за то, что я их смотрю туда, расследую. Я приказываю убрать этот знак, этот символ. Считывается это как стол для распродажи душ. И я вот так как будто такие энергии, как будто разгребают вот этот символ, считывается как обличение. То есть вот это обличение, которое мы делаем, оно обессиливает этот символ. Так, что он не И я убирает? вижу, он вот так начинает как распадается, и вот это там выбросы такие руками. Вот как немцы зигировали, вот так я вижу какие-то люди стоят, студенты, школьники, и эти зиги, вот эти энергии, они уходят, и души этих детей улетают. Я убираю все это чужеродное и забираю свою часть с этой зиги, потому что я смотрела туда, а как я смотрела, я как бы подсоединилась к этому пространству негативному, и я забираю свою часть и отдаю им все то, что им принадлежит. Во мне нет ничего, что принадлежит антимиру. Вот все уходит. Отлично. Очищаю все наше живое пространство от этой энергии смерти и распространяю свет и гармонию и заявляю перед светом Первотворца жизни и будущего, что я мой народ, и каждая живая душа призывает силы света, силы гармонии помочь нам, душам, которые здесь на Земле в этих ситуациях застряли буквально. Помощи, мы просим помощи и вмешательства, уничтожить зло навсегда, уничтожить тех, кто мешает спокойно жить, и я слышу гармонизировать пространство, потому что светлые души гармонизируют пространство своим присутствием. А
эти, наоборот, пытаются сразу же это как буквально заткнуть. Вот как они хватают и в эту зиглу, а, Мгм. я приказываю им разобрать этот символ, и я вижу, как этому так называемому патриарху вот с этого купола эта энергия как бумкнула по голове просто. Мгм. Я приказываю этому Собянину, он какую-то тоже книгу там держит, тоже убирать все воздействие с РФИ, или как это ее назвать? Россия — это не ее название, это С наш Россия. Да, с нашей земли пусть убирает Да, пусть свои убирает. воздействия. Потому что Россия — это название э, Киевской Руси. Так называли 1000 лет назад греки. Россия — это было официальное название Киевской Руси. А как они назвали планету, ее, ну, как эту страну, это Мгм. просто жесть. То есть это без лица, это страна без лица, без названия, без истории. Все основано на лжи. Люди должны Мгм. это понять и должны отказаться принимать вот это от их власти, от дьявольской, а, вот эту карму. Потому что люди, когда соглашаются с этим, то они берут, распределяют между собой равномерно карму, которая принадлежит одному человеку, Мгм. который это Хорошо. чувствует. Приказываем им убрать всю свою ложь, которую они на сознание человечества транслировали. Все свои махинации пусть забирает сознание человечества. Призываем карму за всю ложь, за подтасовки, за иллюзии, за насилие. Призываем силы кармы. Да, я вижу, как сверху, от первоисточника проливается такой нежный свет, такими пучками. Интересно так. Не такой волной, а так нежно-нежно, такими, как легкими пучками. Я вижу, как люди буквально как становятся и лицом своим смотрят, и как умываются в этих лучах, в этой истине. Мгм. Проливая истину, Да, чтобы они выбирали истину, видели ну, в Библии истину. же написано, да, написано, что будет скрыта истина, ну, символически на 3 дня, то есть какое-то очень темное время, может, это 3 месяца, я не знаю. А, Мне так идет приблизительно, да, что правда будет очень сильно скрыта 3 дня символически, а потом, ну и многим людям будет очень тяжело, они будут искать правду, не смогут найти, а другим будет тяжело, когда эта правда вот так откроется, потому что они не смогут покаяться в своих грехах. Это те, кто осознанно выбирал вредить другим людям. Те, Мгм. которые неосознанны, на котором было проведено это насилие, они смогут очиститься при малейшем своем желании, им Вселенная и Творец поможет. Вот. Но этим отъятлым, тем виновным в этом всем, вот оно кто, проявляется вот эта кодла, Москва проявилась. Москва телевышка. Да. Я вижу, там такое идет, как излучение такое красное, вот так, и такое свечение идет, красная агрессия. И Мгм. вижу там эту студию, сейчас я зайду, посмотрю. Считываются лжецы. Мгм. Они слуги. Ну, а кто такой Скобянин? Почему его и фамилия идет постоянно? Это мэр Москвы, Они по-моему, был. считываются как его слуги. Я не удивлюсь, если мэр Москвы тайно управляет Там, во по-моему, Собянин, Мишустин. Сейчас да, точно. да, это там целая организация есть. Ну да.
Вот. Я им приказываю убрать их воздействие, и всю ложь, которую вот эти пропагандисты Мгм. изливали на свое же население и на светлые души, пусть карму забирают. Я передаю информацию каждой живой душе и в Украине, и в России, потому что зерна этой лжи, они вот так как зерна закладываются буквально, вот эти зиготы. Мгм. То есть что такое зигота? Это зерно, это зерно этого черного духа, а дух, он сам уже запрограммирован, или Святой Дух на свет, гармонию, жизнь, и Мгм. демонский дух это на смерть, Семя и на... смерти. Да, да, да. Виктория, Я такой передаю каждой вопрос. живой Мгм. душе, чтобы они Передавай. отвергали принимать ложь, и чтобы они очищались от загрязнения ложью и наполнялись энергиями света, жизни, гармонии. Мгм. Да, я закончила, убираю, чищу Мгм. пространство. Карму я приказываю им Виктория. забирать вот этим всем. Мгм. Уж Э, очень хочется сломать эту иглу Останкинскую башню. Смотри, чтобы сломать эту Останкинскую башню, у них есть ответственные. Это они принимали решение. Если мы будем работать по конам Вселенной, то есть Мгм. пусть Да. принимают карму, пусть забирают все воздействия, они находятся по отношению к человечеству в секторе магии. Каждый, кто магичит, должен испытать всю магию, в первую очередь, на них же самих. То есть пусть забирают, то есть ничего Мгм. нового. Если в пространстве одного человека мы видим кто-то, кто насильничает, насильника по конам Вселенной забрать это насилие, то сейчас можно что сделать? Сейчас я тебе скажу. Пусть ты сейчас можешь так приказать, чтобы все, кто по отношению к общему сознанию человечества России, да, или страны Так. Российская Федерация, потому Мгм. что Россия и это не федерация, это ну, не лепится одно ко второму, да, то чтобы они все выстроились и им приказать убрать все их купола, всю их магию. Смотри, Алена Полынь что делала? Ходила, Мгм. хороводы ходила, благословляла своими ведьмами на убийство украинцев, то есть живых душ. А каждая живая душа, она может стать в любой момент, в одну секунду принять решение, стать или насильником. Тот, кто идет, нарушает границы Мгм. другого, это фашист. Тот, кто защищается, имеет право убить того, кто приходит убивать. Он становится автоматически кем? Защищающийся всегда на светлой стороне. Так, хорошо, Виктория. Я, как ты говоришь, приказываю вот этим всем построиться, Тем интерферентам, лжецам, которые, да, интерферентам, да, которые связаны с этой Останкинской башней, которые распространяют ложь и участвуют в этом. Я ему приказываю всем проявиться и построиться в шеренгу. Я вижу, что, ну, я еще добавила, что все, кто проявляет агрессию против сознания э, Человечество. Мгм. человечества и российского народа, российского сознания и украинского, и всего человечества, пусть выстроятся, и они выстраиваются, как считывается военная машина. Вот в секторе интерферентов с такими вот пушками, башни какие-то Мгм. направленные, и от этих каких-то пушек вот такие идут эти а, черные энергии, как спирали, в сектор магии. В секторе магии кто-то проявляется. Я вижу, там кто-то ходит, такой черный, такой круг, а на голове такой, как нимб, ну, такой М. золотой. Мгм. Так, Кто-то с книгой ходит. я ему приказываю отвечать, кто он такой. Я вижу, ну вот, я ее уж не зря вспомнила, эту Алена Полынь. Я Мгм. вижу круг ее ведьм, они стоят вот так кружком,
как считывается как черти. И она ходит вот так по кругу с какой-то книгой, читает заклинания на смерть, на заклание. Так и звучит на заклание Российской Федерации. Она благословляет этого призрака Путина, Мгм. который имеет частичную идентификацию с Путиным, является фактически порталом для проникновения этих черных духов. Мгм. Так, Я приказ. снимаю все запреты на Ага. снятие магии и колдовства и приказываю ей и ее ведьмам убирать все воздействия Воздействие. Пусть на забирает разум да, человеческий и на наше светлое последствия воздействия. эфирное пространство. И там какой-то шаман закрутился. Я приказываю всем колдунам, которые проявляют насилие по отношению к эфирному пространству нашей Вселенной, нашей галактики, нашей Земли и каждого отдельного человека, убирать все воздействие и по конам кармы получить то, что они на других Да. делают. Я вижу, как эти спиральки, это все уходит вот в эти кушки. Мгм. Присоединяюсь к твоему приказу, делаю то же самое. И так, там эти много генералов каких-то стоят вот так, они на переднем как-то фланге. Потом так вот идет отделение, и черный вот этот снова проявился в секторе интерферентов с этой кадильницей, или что это он такое делает. Кирилл. Типа, да, Мгм. это РПЦ, то есть это Вавилонская это блудница, то есть которая в Библии описано, что расставляет ноги перед каждым царем и продает человеческие души, и вся в крови а, от, Мгм. душ святых. Так, я их закрываю, замораживаю, дальше приказываю всем. Пролазит какое-то существо, это духи, как Мгм. жаба такое, дух лжи, да, А, даже. ловко Как как. жабище огромное. Ага. Духи, потом я его тоже замораживаю, потом черный дух идет, он к вот это как подключка была к сознанию, помнишь в начале сеанса? Так, Мгм. это вот это эти зиготы, Так. Мгм. то есть это духи начальники смерти, и уходят они вниз, то есть они приходят в наше пространство благодаря принятию решений самого человека подключиться, то есть продавиться, продать свою душу эм, под этими воздействиями. Таким образом, человек, который дает разрешение проливаться чужой крови или своей, тот, кто сам идет на убийство, свою душу несет и тело убить, тот, кто других приносит в жертву, он открывает через себя эти порталы и становится вот как частью этой зиги, этой буквы, то есть его следующее воплощение, благодаря его же решениям подчиниться воле дьявола на более низких, в низких пространствах, в нижних мирах под полным контролем демонов, без э, прогресса, без Мгм. участия светлых сил. То есть человек обрезает себя сам от как звучит, от Ас животворящего да. огня жизни, который льется от первоисточника. Вот эти энергии, которые сливаются буквально даже в физическом пространстве от первоисточника, человек закрывает себя от этого и становится заключенным. Вот это заключенный тоже Z, то есть он рождается, идет перевоплощение в более низких пространствах без прогресса,
без эволюции Мгм. души, под полным контролем этих духов смерти. И идет на полное уничтожение. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Давай к этим ты остановилась на этом духе лжи. Да. Кто там еще? Все мы Ну, а приказываем дальше вот этот поступать. черный дух, Мгм. это Да. именно дух смерти с Мгм. этими зигами внутри, что считывается вот как зиготы или как источник смерти, эти духи. Дух, Мгм. запрограммированное пространство, это матрица, скажем так, основа матрицы, поглощающей человеческую душу. Вот тебе и тюрьма человеческой души. А, Мгм. С одной стороны, вот эти светлячки, вот эти светлые души, которые своим отрицанием э, войны, убийства, вмешательства в чужое пространство, отрицанием магии, они становятся на сторону чистоты и света и выходят из этой общей матрицы, поглощающей человеческий разум и ведущей к гибели. Мгм. Так, все проявились там. Кто еще? Ну, оно все тянется вот как такие полосочки, все эти в одно. Оно считывается как Хорошо. уборно, такой этот Мгм. портал. Идет все на уничтожение. Мгм. Считывается там дальше тоже разбор матрицы. Какой разбор? Так, что это за разбор матрицы, Виктория? Я вижу, что эта вся фигня попадает в такое пространство. То есть это наше пространство, то есть оно Мгм. проникло в наше пространство, потом сходится в одну точку, и там оно такое, как шар, то есть пространство уже считывается гиенно-огненное. Это то, что я как раз и видела. Вижу, что это пространство как шар, а внутри как Мгм. будто огонь горит, и считывается, что это сейчас, разбор матрицы, души. Я вижу, что эти же духи, вот эти все, которые проникают в наше пространство, они там хозяйничают и Мгм. убивают тех же, то есть оборачивают это силы кармы. Мгм. Вот оно что. Я сейчас это увидела. Смотри, в светлом светящемся пространстве, пространстве Первотворца, постоянно идет рождение. Новые и новые рождаются души и рождаются новые миры. Оно отдает, вот так идет, как вулкан, или как не вулкан, а как будто вот так такими вспышками идет свет, рождение Мгм. идет. Эм, Там, где есть рождение, там наоборот идет полная деволюция. Мгм. И Ну, разобрать. разбор, да, разбор, в общем, Разбор, есть. разбор, идет уничтожение, полное уничтожение. Мгм. Ладно, Виктория. Считывается отходов. То есть то, Мгм. что не приносит Да. плоды жизни, гармонии, красоты, прогресса, процветания, эволюции души, то все идет на утилизацию, на уничтожение. Это считывается вот как преисподняя. Ну да, ад, где уже происходит аннигиляция. Так. Ад, он находится в нашем пространстве, М. оно Вик считывается как серединный путь, где идет вот это мучение души, когда душа должна разобрать свои прошлые ошибки и сделать выбор. Это и есть ад. А Мгм. вот дальше идет уже, когда сделала душа выбор жить, выбор жить по конам Вселенной, по конам жизни,
делать эти дела света, тогда она поднимается вверх и Мгм. помогает очиститься. Она идет процесс очищения. То есть идет вот так, я прям слышу это, вот вижу, как чистилище, да? А, Ну, то, что мы да. занимаемся, чистим, Ну да, да, то чистилище. есть очищается душа, поднимается вверх. Но те, которые приняли сторону вот этого противника, этого всего, Опускается в гиену и огненную. опускают в гиену огненную, идут на полное уничтожение. То есть душа, которая грешит, написано в Мгм. Библии, умрет. Мгм. Хорошо, Потому что они Виктория. по выбору, это их выбор. Они выбрали Мгм. смерть, и поэтому все дано по воле человека. Давай, Виктория, вернемся к этой очереди, которая построена. Да. Давай с ней заканчивать. Мгм. Всем и каждому передадим приказы э, забирать все воздействия с нашей сознания человечества, с наших конов. Приказываем им все забрать, последствия забрать им, чтобы они забрали, и призываем на них силу кармы, на каждого. Тот, кто у тебя заморожен, то же самое Да, с я ними вижу. делаем. Мгм. Я смотрю, что происходит, и я вижу эту тетку какую-то, проявился этот круг в этом Останкино, и такие, это много их, а Мгм. одна такая, сейчас я посмотрю, одна, вот их там много. Ну да. Короче, я смотрю на одну, а вижу рядышком еще одна, две такие красопеты, потом мужчин много, еще одна женщина какая-то худенькая такая, а эти две Симонян и вот эта другая. Лица их вижу. А это Симонян, одна М. черная такая, а другая такая, и какая-то еще журналистка типа проявилась там, худенькая Мгм. такая, писаря Ну, магии. ну, всем И им мужчин приказываем. много. Да, И они всем так да. отстраняются, а на них идет вот этот свет от первоисточника, и их же вот эта агрессия, которую они воспламеняли, да, к ним же и возвращается. Мгм. Я передаю информацию, чтобы каждая живая душа, каждый человек своим сознанием отдавал всю ту брехню, все то зло, которое они разжигают, вот эту ненависть ко всему живому и светлому, этим же пропагандистам и этим всем Мгм. колдунам, и этим священникам, и этим всем управляющим смертью, пусть забирают и отправляются в портал на аннигиляцию. То, что они выбрались для народа, пусть возвращается все им. Мгм. Хорошо, пусть это произойдет, Виктория, и ты зайдешь в тот момент, когда это уже закончится. На счет 3. 1, 2, 3. Я вижу, как будто это кто-то так бьет Кирилл, эту освещение. подключку, которая Мгм. к сознанию человечества, как будто таким киркой такой. Вот. И я приказываю всю энергию забирать этим колдунам. О, Мгм. и это как шланг разорвался, а вот это светлое сознание, которое ушло в антимир и поддерживает э, сознательное решение Мгм. подключиться к антимиру, возвращается в основу жизни, то есть вот в основании сознания человечества. Мы очищаем все сознание человечества, передаю буквально вот так каждому а, Мгм. сознанию, чтобы каждый сделал окончательный выбор и освобождался от этой матрицы лжи, насилия, от этой гадины. И Мгм. приказываю этим всем гадам убираться в портал на утилизацию, и сознанию человечества передаю информацию, чтобы оно очищалось от всех подключек, от всех сознательных решений, соприкасаться с антимиром, от всех решений, выбирать зло, насилие, магию. И пусть каждая живая частица души нашей планеты, нашего сознания
наполняется нашими собственными энергиями и решениями жить в гармоничном чистом пространстве, по конам живой Вселенной, по конам истинной жизни и гармонии. Так, заходим, а все эти взаимодействия и воздействия в портал на аннигиляцию, в эту гиену огненную, на Мгм. полное уничтожение. Да, очищаем чужеродное, на аннигиляцию отправляем. Да, я зашла в тот момент, когда сознание человечества очистилось и идет такими шагами, как какой-то богатырь, вот такими огромными шагами, идет по направлению к будущему, к первоисточнику. Мгм. Отлично. Да, Хорошо, Виктория. Я тогда посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Возвращайся.